на... Блин. Ой, вы здесь? Наверное, как-то грубо прозвучало. Не очень красивое начало видео получилось. Верно? Вот вы произносите эти слова, а вы хоть знаете, откуда они появились, нет? Так вот, сейчас я расскажу. Мне самому всю жизнь было интересно, почему за какой-то набор звуков с твоего рта тебя могут наругать взрослые. Я действительно разобрался в этом вопросе. И на самом деле вся эта тема переходит в науку о происхождении слов и так далее. Но я уже не стал рыскать настолько глубоко ради какого-то видео на YouTube. Ладно, нет, я провел доскональное научное исследование на тему матов и нарыл очень много интересной информации на эту тему. Но все-таки это все еще видео на YouTube, поэтому из всего того я расскажу только самое интересное. Ну и да, за каждое произнесенное некультурное слово я буду все дальше от рая на километр и от монетизации. Поэтому, с вашего позволения, все слова будут зацензурены. Так вот, поскольку... Ой, то есть не все слова, а все матные слова, так что можете спокойно смотреть это видео при родителях. Кстати, вот эти закорючки, которые люди рисуют, когда хотят зацензурить ругательство, называются гравлекс. И придумал их карикатурист Морт Уокер. Слово созвучно со словом рычание на английском. Типа человек делает... На самом деле сквернословие имеет очень древние корни, уходящие к истокам самого языка. И одна из самых старых категорий бранных слов происходит от терминов, связанных с религией. Фактически слово профан происходит от латинского profanus, что значит вне храма или несвященный. Вышло так, потому что в Библии существовал запрет на определенные вещи, и поэтому этот запрет нарочно нарушался. Что-то типа «так делать нельзя, поэтому я буду так делать». Мистер Берген написал ругательства, как попадающие под 4 табу: религия, оскорбление, телесные функции и... Ой, вам такое еще рано. Короче, абсолютно все ругательства попадают под одну или несколько из этих категорий. И в зависимости от вашей культуры, одна категория может быть более оскорбительной, чем другая. Например, в Германии все довольно спокойно разговаривают на тему... Поэтому ругательства про это у них нет смысла просто использовать, потому что смысл ругательств как раз в том, что их неприятно слышать, и они не будут одобрены большинством общества. Ругательства в разных культурах разные, но в основном основаны все на религии. Со временем религиозные высказывания утратили свою силу, но все еще оставались оскорбительными из-за исторических корней. Брань стала трансформироваться в просто способ сильного выражения эмоций нахуй, блять, или заигрывание запретными темами. В целом, ругательства поддерживали отрыв высшего общества от низшего. Ругательные слова становились ругательными, потому что их произносили бедные, непросвещенные люди. А элита смотрела и такая: я обескуражен. Что за нахальство? Такие слова призваны оскорблять и исторически не считались подходящими для употребления в высшем обществе. Эти слова имели социальный вес, поскольку обозначали действия, считавшиеся морально неприемлемыми. Некоторые оскорбления были направлены именно на людей из низшего класса или маргинальные группы, усиливая социальные различия, потому что богатого человека нельзя было обозвать бомжом, потому что ему будет пофиг. А вот если реально бедного человека так назвать, это морально его ранит. К средневековью вульгарный язык стал все чаще включать в себя упоминания о телесных функциях и анатомии. Люди использовали эти слова, чтобы шокировать, оскорбить или привлечь внимание. Именно шок делал эти слова незабываемыми, и они оседали у людей в голове. Всю историю маты развивались как способ выражения сильных чувств, чтобы в моменте уменьшить уровень стресса или боли. Исследования показывают, что ругательство активирует миндалину, эмоциональный центр мозга, давая этим словам первобытную разрядку. С точки зрения эволюции, реакция, когда вы ударяетесь пальцем ноги и ругаетесь, развилась, потому что нам нужно предупредить себя и других об опасности. Лингвисты предполагают, что краткость и ударность многих ругательств способствуют их воспринимаемой интенсивности. Такие слова легко выкрикивать, что помогает им служить выражением сильных эмоций. Ругательство может уменьшить боль или выразить чувство так, как ничто другое не может. В наше время маты заняли повседневное значение. И можно ли тогда сказать, что абсолютно все мы стали являться частью низшего общества? Нет, общество развивалось, менялось, культура смешивалась, все стало более сложным, и вместе с этим и маты стали более сложными. По мере изменения социальных норм, культуры и языка, некоторые слова стали приобретать или терять свою оскорбительную силу. СМИ, интернет, кино, музыка начали популяризировать бранные слова, ослабляя их табуированный статус. Слова, которые раньше передавали сильные чувства гнева или разочарования, теперь оказывают меньшее воздействие, что может привести к размыванию границ между вежливой и невежливой речью. И все меньше людей сочтут такую лексику
оскорбительной. Популяризация брани может быть и полезной. Психологические исследования показывают, что ругательства могут иметь положительный эмоциональный эффект, и таким образом кто-нибудь может сохранить немного нервов в моменте, использовав пару грубых словечек. Иногда мат помогает справиться с болью, справиться с тяжелыми эмоциями, уменьшить стресс и даже способствовать сплочению группы в определенных условиях. Хотя маты по-прежнему вызывают споры в официальной обстановке или в публичном дискурсе, приемлемость ругательств сильно варьируется в зависимости от культурного и социального контекста. И в какой-нибудь армии или футбольной команде использование матов может наоборот помочь сплочиться, добавляя акцент на матах в юморе или других располагающих ситуациях. Однако, точно так же маты до сих пор могут создать и напряженность в отношениях, особенно если одна из сторон считает этот язык неуместным или оскорбительным. Умение контролировать свой язык может в определенных ситуациях повлиять на восприятие уважения и самоконтроля, особенно у представителей разных поколений. Поскольку маты стали легким способом справиться со стрессом, люди пренебрегают их использованием и вставляют куда можно и куда нельзя. И, наверное, вы заметили, как использование матов у детей стало более распространенным, чем у кого-либо. Это потому, что дети не могут контролировать себя в воздержании от их использования. Потому что в местах, где чаще всего обитает молодая аудитория, маты стали нормой. Так что в следующий раз можете не так сильно удивляться, когда услышите 30 матов между двумя словами от 4-летнего ребенка, потому что знаете, почему так вышло. И знаете, это для нас маты были запретным сладким плодом для использования, потому что было мало мест для их использования. А у современных детей это пространство не ограничено. Я не думаю, что в современном мире использование матов это так страшно, если ты умеешь ими пользоваться. Владению бранной речи тоже нужно учиться, и если ты не умеешь себя контролировать, то у меня для тебя плохие новости. Маты стали неотъемлемой частью современного юмора. Представьте, сколько бы шуток не существовало без мата в них. Это же... Но это невозможно. И хоть я не против, когда слышу уместное их использование, сам стараюсь не пользоваться ими вообще. И надеюсь, больше ни в каком ролике я не произнесу матов больше, чем в этом. И вообще, наверное, вы забываете о том, что нецензурная брань в общественных местах влечет за собой административную ответственность, поэтому тоже сильно не расслабляйтесь. Бля.